По многочисленным просьбам делаем кардиган из пряжи из петель Alize Puffy. И такой кардиган можно связать всего лишь за 5 часов, только руками, без спиц и крючка. На размер SM нам понадобится 2 мотка такого сиреневого цвета, у меня это номер 146, и 4 мотка молочного цвета, у меня это номер 62. В начале вязания оставляем кончик, если его нет, разрезаем первую петлю, смотрим, чтобы следующая петля крепко держалась. И дальше вторую петлю продеваем в первую. Затем следующую в ту, что осталось. Так продеваем одну петлю в другую, чтобы набрать цепочку из воздушных петель. Должна получаться вот такая косичка. Всего я набрала цепочку из 12 воздушных петель. Далее за боковые стенки косички я буду вытягивать новые петли для первого ряда. В конце у нас осталась одна открытая петля, так ее оставляем, а начиная со второй такой стенки, таким образом продеваем и вытягиваем на себя новую петлю. Далее так продолжаем. За следующую боковую стенку вытягиваем новую петлю с рабочей нити. Я проделала так до конца ряда, и у меня получилось 12 открытых петель для первого ряда. Далее в них начну вязать основной узор. Для этого беру новую петлю с рабочей нити и продеваю в имеющуюся открытую петлю первого ряда. Затем так продолжаю. В следующую открытую петлю также продеваю новую петлю с рабочей нити. Продеваю петли и вытягиваю на себя. Таким образом провязываются лицевые петли. Я решила сделать свой кардиган самым таким простым узором. Готов мой первый ряд, и во втором ряду я делаю то же самое, только уже иду в другом направлении. Также беру новую петлю с рабочей нити и продеваю уже в открытую петлю второго ряда. Так продеваю все петли до конца ряда. Готов мой второй ряд, и в третьем ряду опять разворачиваюсь, иду в другом направлении. И такими поворотными рядами всего мне нужно провязать 24 ряда. Таким получается мой рисунок на лицевой стороне, а таким на изнанке. Я провязала 24 ряда, и у меня ушел почти один моток, вот что осталось. И это первая передняя часть кардигана, вторую я связала точно так же, только уже из пряжи молочного цвета. Мне понравилось такое сочетание цветов, а вот заднюю часть я решила сделать полностью светлой. Я также начала с цепочки из воздушных петель, только я ее уже сделала более длинную. Для задней части кардигана я решила набрать цепочку из 30 петель. Далее также за боковые стенки косички вытянула новые петли для первого ряда и продолжила вязать лицевыми петлями. Всего так нужно провязать 23 ряда. Я провязала 12 рядов, и у меня закончился первый моток. Покажу, как присоединить следующий. Для того способа, который использую я, нужны кончики в конце нити, которая заканчивается, и в начале той, которую присоединяем. Далее я беру и эти кончики таким образом переплетаю. Один вывожу на заднюю сторону петли, а другой на переднюю. И это место перекреста я зашиваю тонкой ниткой в цвет пряжи. Я прохожусь сначала несколько раз по центру в месте перекреста, а затем с одной и другой стороны пришиваю кончик к петле. Тонкая нить прячется в ворсинке, и ее совсем не видно. Затем оставшиеся плюшевые кончики я отрезаю. И таким незаметным получается наш переход, можно продолжать вязать. Для того, чтобы узор получался более ровный и красивый, каждые 3-4 ряда я так петли подтягиваю, чтобы они полностью проделись. И продолжив так вязать, я сделала все 23 ряда для задней части. Вот что у меня получилось. Далее передние части и заднюю нужно будет соединить. Для того, чтобы завершить вязание наших первых 3 деталей, отрезаем рабочую нить, оставляя 2 петли. Затем эти петли разрезаем, чтобы остался кончик. Я отрезала так рабочую нить у первой и второй передней части, а также у задней. Далее нам нужно передние части с задней соединить. Переворачиваю заднюю часть наизнанку, затем накладываю передние части так, чтобы все открытые петли были сверху. И для того, чтобы соединить, я буду петли с передней части продевать в петли с задней части. Таким образом продеваю и вытягиваю на себя. Итак, нам нужно соединить все 12 петель. Когда мы вязали передние части, мы сделали 24 ряда, а на задней части 23. Но теперь, так как мы продеваем петли в передней части в петли задней части, наши ряды сравняются, будет 24 и там, и там. Я вытянула все петли и таким образом их подтягиваю, чтобы они полностью проделись. Далее иду и точно так же соединяю петли с другой стороны. Двигаясь от края к центру, продеваю петли передней части в петли задней части. Обычно в процессе, когда я продеваю петли, я их считаю, чтобы точно были все 12 петель, и я никакой
никакую не пропустила и не пришлось переделывать. Затем эти открытые петли, которые у нас остались на изнанке, нужно закрыть. Начиная от края, продеваю одну петлю в другую, по такому же принципу, как мы делали цепочку из воздушных петель. И у нас получится такая аккуратная косичка. В последнюю открытую петлю вывожу кончик, затем иду к другому краю, чтобы закрыть петли уже с этой стороны. Двигаясь от края к центру, продеваю одну петлю в другую и закрываю все петли. Я закрыла все петли второй передней части, но у нас еще остались вот эти открытые петли между соединениями. Тут пряжа такого же цвета, который я закрывала сейчас, поэтому продолжаю свою косичку. Также продеваю одну петлю в другую и закрываю все петли. В конце у меня также осталась открытая петля, в нее вывожу сиреневый кончик. Затем этот кончик продеваю за обе стенки последней сиреневой закрытой петли. Так я косичку соединила, и можно сделать аккуратный узелок и пришить. С этой стороны у меня осталось два кончика, можно их между собой завязать, затем пришить. И вот такое красивое и аккуратное соединение получилось, которого почти не видно. Что ж, пока у меня получилась вот такая жилетка пончо, дальше буду вязать рукава. Тут я также решила скомбинировать цвета, и с этой стороны, где у меня молочная пряжа, сделаю сиреневый рукав, а там, где сиреневая передняя часть, молочный. В начале нити также оставляю кончик, затем сверху нахожу место соединения. И начиная с этого места я буду продевать новые петли за вот эти боковые стенки петель. Беру новую петлю и таким образом продеваю. Всего для рукава я решила взять 22 петли, для этого я продену 11 петель вниз, затем развернусь и буду продевать еще 11 петель вверх, чтобы соединить петли в круг. Я продела 11 петель с этой стороны, далее сверху отсчитываю 11 петель вниз и начиная с 11 нижней буду уже продевать, двигаясь по направлению вверх. Также продеваю новую петлю за боковую стенку уже другого края. И вот что у меня получилось, продеты 22 новые петли для рукава. И далее я буду вязать по кругу также лицевыми петлями. Беру новую петлю с рабочей нити и продеваю на себя в имеющуюся открытую петлю. Дойдя до конца ряда, я не разворачиваюсь, а просто продолжаю и иду дальше. Начиная второй ряд, точно так же продеваю лицевые петли. И у нас получается такой же узор, только уже идем в другом направлении. В процессе можно рукав примерять и смотреть, какая длина нужна именно вам, но я провязала так 15 рядов. По соединению сверху ориентируюсь, где у меня начало ряда, и далее я сделаю еще 2 ряда с убавками, чтобы рукав заузить. Тут уже можно добавить контрастную нить, чтобы начало ряда не потерять. И следующие 2 ряда я буду провязывать одна обычная лицевая петля, одна убавка. Для того, чтобы сделать убавку, мы берем 2 петли, накладываем одну на другую и затем через эти обе петли продеваем новую петлю с рабочей нити. Так мы 2 петли соединяем в одну. Далее чередую одна обычная петля лицевая, одна убавка. И так по кругу провязываю всего 2 ряда. Я провязала 2 ряда, вот как заузился мой рукав, и дальше я хочу сделать еще один ряд просто лицевыми петлями. Продеваю по одной новой петле в каждую открытую петлю прошлого ряда. В конце петли чуть так подтягиваю, чтобы они полностью проделись. Затем отрезаю рабочую нить, оставляя 2 петли. Эти 2 петли разрезаю, чтобы остался кончик. И начиная со следующей петли после кончика, петли закрываю. Также продеваю одну петлю в другую, чтобы получалась косичка. Последние 2 петли также продеваю одну в другую и в оставшуюся открытую петлю вывожу кончик. Затем кончик продеваю за обе стенки первой закрытой петли и за обе стенки последней закрытой петли. Так я косичку соединила, далее кончик вывожу наизнанку и там зашиваю. Таким получился мой рукав, далее провязываю второй по такому же принципу, только уже молочного цвета. Я также вытянула 22 петли для первого ряда, затем по кругу лицевыми петлями провязала 15 рядов, 2 ряда с убавками, затем 1 просто лицевые петли. И таким получился мой второй рукав. И последнее, что нам осталось, это переднюю и заднюю часть под рукавом сшить. Можно сшить с помощью этой же пряжи, разрезать петли, чтобы получился длинный кончик, но я решила взять просто тонкую нить. Соединяю снизу переднюю и заднюю часть, смотрю, чтобы все петли ровно сошлись, и нахожу место, откуда сверху мне нужно начать сшивать. Прохожусь несколько раз и хорошо фиксирую петли под рукавом, затем спускаюсь вниз. Я сшиваю только вот это соединение между петлями с одной и другой стороны. Прохожусь так 2 раза. Затем аккуратно спускаюсь к следующему такому соединению. Когда так спускаюсь, нить сильно не затягиваю, чтобы вязание не стянулось. Тонкая нитка прячется в ворсинке и ее совсем не видно. Так что я хорошенько зашиваю и фиксирую только вот это соединение между петлями.
И так, двигаясь по направлению вниз, я сшила переднюю и заднюю часть. Готов мой кардиган? Давайте примерять. Мне очень нравится, как смотрятся цвета в финальном варианте, но я думала, он будет не такой объемный. В целом я довольна. По желанию можно сделать и одного цвета. Также я еще думала сделать обвязку. Как думаете, нужна или нет? Если сделаю, обязательно тоже сниму мастер-класс. Ну а как вам такой кардиган и финальный результат?